Всем привет! С вами Баджер, это мифические пазлы. Сегодня у нас будет обзор нового героя месяца августа. Это вот такая вот фиолетовая пятерка, которого зовут Калигула. Фиолетовый тиран. Ничего такого, короче, необычного не смогли придумать разрабы, поэтому просто фиолетовый тиран. Круто. Поиграла я им немного, ну как немного, достаточно много. Есть что уже про него сказать, что, где, как, лучше, стоит ли вообще, поэтому давайте разбираться. Сила 820, типичная сила для ГМов, типа всякие ивентовые чуваки, у них там сила 830 и так далее идет. Вот. Кстати, кто не в курсе, то вот эта вот сила героев, она вполне себе условная и вычитывается не только из характеристик героя, то есть вот эти мечики, щиты, сердца, а и зависит от наличия всяких там пассивок, врожденных способностей, семьи, плюс влияет скорость набора маны, ну и непосредственно сам ультимейт. Поэтому это не просто цифры, которые берутся там откуда лишь бы взяться, это какие-то определенные расчеты, по крайней мере, мне вот так говорили. Вот, ну ладно, поехали. Калигула, сила 820, у него класс чародей, школа боевой магии, для него в общем и целом это, ну, пойдет, ладно. Он герой бьющий, поэтому, ну окей, пускай будет. Хотя, с другой стороны, если так разобраться, то, ну, все-таки Калигулой нужно бить в тех бойцов, в которых уже нету никаких бафов, а этот чародей класс как раз таки работает при наличии бафов, поэтому, блядь, ну окей, пускай будет лучше, чем ничего. Пассивка. Противоположный катаклизм. Когда этот герой получает урон от особого навыка, у него есть 50% шанс развеять свои собственные негативные эффекты. Я очень долго, ребят, пытался найти момент в рейдах или на карте, чтобы сгенерировать вот именно под запись, под видос эту ситуацию. У меня буквально один раз получилось, но я тогда не записывал. Ну, реально, это, короче, работает. Ребят, это на самом деле работает. Если на вас висит какой-то там срез, какой-то дот, там, хоть это бронька, хоть это горение, хоть это дебаф по регену маны, хотя на нем, кстати, это не может работать, ну, не суть. На самом деле, да, когда на вас уже есть какая-то бяка, то есть 50% шанс того, что вражеский герой, который будет вас ультить, он нанесет урон, и при этом сначала снимет вам этот дебаф, а потом только нанесет урон. И здесь очень важно, что типа если какая-то условная канна будет вас бить, а на вас ничего нет еще, то она вас ударит и заблочит. На вас уже должен быть какой-то урон, точнее не урон, а дебаф, и только после этого, если по вам попадут, то есть шанс 50-50, что сначала этот дебаф снимется, а потом уже пройдет какой-то определенный там урон от героя. Но это не значит, что там на вас висит срез брони, там по вам бьет опять-таки какая-то условная канна, снимает этот срез брони, но сверху накладывает стоп по генерации маны. Ну типа это так работает. Поэтому да, пассивка хорошая, пассивка рабочая. Но, к сожалению, не получилось у меня сделать вот какой-то показательный момент такой, чтобы видос этот запилить, поэтому просто поверьте на слово, это работает, да. Еще, кстати, я вот что не смог проверить, это то, как будет работать, ну это еще более сложная ситуация, как будет работать герои, у которых, например, вот на Калигуле уже висит дебаф, против нас играет какой-то герой, который сначала вешает какой-то еще дебаф или дот, и только после этого бьет, но это настолько сложно было сгенерировать, что я, честно, я даже не знаю ответ на этот вопрос. Ну, есть вероятность, что если сначала враг на нас навесит дебафы, а потом ударит именно, то, возможно, это как раз-таки тоже может сработать, и дебафы с нас сначала снимутся. Ну, если у вас получится когда-то это проверить, то напишите в комментариях, как это работает. Идем дальше, затянулись. Сопротивление недугам генерации маны у него есть. Это значит, что ему нельзя набрать манку, точнее, нельзя запретить ему набирать скорость маны. Это против каких-то там изабелек, ну вот типа такого, да, кто просто замедляет набор маны. Остановить ману ему.
украсть у него ману, вот как работает там Тала, Ангрис, это все против него работает, просто нельзя ему замедлить генерацию маны. Дальше по статам. 777 атака, 745 броня, 1395 жизни. Очень-очень сбалансировано. Максимально сбалансировано, честно говоря. Даже не видно особо, что он такой атакист. Ну, на самом деле, для него это и хорошо. По эмблемам качать, естественно, атаку, естественно, хитпоинты, потому что ему важно побольнее бить и подольше жить. Идем, собственно, к его ультимейту. Ультимейт называется гротескная дикость, скорость набора высокая, это хорошо. Это значит, что вы будете заряжаться с отрядами и артефактами с 7 камней. Если у вас будет отряды, артефакты и плюс еще артефакт на генерацию после каждого хода там по 2% маны, то можно его зарядить из 6 камней, конечно же, тем более, если у вас там какие-то эволюции будут. Вот, поэтому, в теории его можно разогнать до 6 камней, там при определенных героях, типа Одиссея там и так далее и тому подобное. Поэтому это хорошо, это лучше, чем средний герой. Браво, браво, просто круто. Следующий пункт, собственно, первый. Наносит цели 300% урона. Казалось бы, фигня. 300% урона это фигня. Окей. Если цель враг стихии света, то находящиеся рядом враги получают 400% урона. А это получается что? То есть, если мы бьем в какой-то не желтый цвет, то мы наносим только в одно рыло 300% урона. Это неинтересно. А вот если мы бьем в какого-то желтого врага, особенно если этот желтый соперник стоит на плече, что часто очень бывает, это и хилеры всякие, суры, всякие там автолики, джейтосы, иногда даже фриги встречаются, и эти с лемурии, там этот желтый, я забыл, как его зовут, который постоянно стоит со всякими кукульканами в команде. Короче, если мы будем бить в такого желтого героя, то получается, что конкретно этому желтому герою мы наносим 300 урона, но по плечам от этого героя будет проходить урон в 400. То есть, получается, по 3 героям мы наносим 800 плюс 300, то есть 1100% урона по 3 героям, только если ударить в желтого. Это прикольно. Это интересная условность, интересная механика, но это хорошо, это отлично работает, поэтому это лучше, чем, скажем, ничего. Идем дальше. Атакованный враг не может накладывать эффекты статуса на врагов или союзников в течение 3 ходов. Это, опять-таки, отсылка к 100-летнему герою Шахерезаде. Если Калигула накладывает на врагов вот этот эффект, то враги не могут ни на себя навешать ничего, ни на вас ничего повесить. Важно отметить, что, опять-таки, если вы бьете не в желтого героя, то вы и ударите только в одного персонажа. И этот эффект вы накладете тоже только на одного персонажа. Если вы бьете, условно говоря, в желтого, и урон проходит по 3, то и по этим же 3 героям вы накладете вот этот баф, или наложите, как правильно, не знаю, наложите, да, наверное, вот этот баф. Враги не смогут на себя накладывать там всякие броньки, прочие защиты, увороты, контратаки. И при всем при этом на вас они тоже не смогут вешать ничего абсолютно, ни срезы брони, ни доты, ничего такого интересного. Короче, это очень прикольная тема. Не так часто на самом деле она встречается, но это рабочая штука, мне нравится. Дальше, защита врагов, получивших урон от стихии тьмы, снижается на 36% на 3 хода. То есть это стихийник, это не полноценный стихийник. Понятное дело, что если у нас есть там какие-то моники, да, и так далее, которые режут там по 50+%, но они больше особо ничего не умеют, то герой, который умеет еще что-то, то, конечно же, для баланса ему нужно срезать сам вот этот срез по стихийке. Поэтому это очень круто. Стихийники всегда в почете, в любом случае. Например, тот же Утер Пендрагон, он тоже режет немного, плюс-минус так же само. Но у него есть очень хороший баф на атаку, там, и он по всем режет. То есть это просто для баланса сделали так, чтобы он резал просто только 36%. Но это неплохо. Пробужденная стихия. Естественно, союзники стихии тьмы регенерируют умеренное количество маны.
течение 4 ходов. Генерируется, ну, я так визуально посмотрел, наверное, где-то по пол камня. Наверное, да, вот так процентов до 10 генерируется заход. Явно не больше. Ну, это мы сейчас посмотрим, разберем. Давайте мы просто сейчас сходим на какого-то Баала. Тестовый заход. Просто посмотрим, как работает его ультимейт. Я не буду идти в рейды, пытаться сейчас опять подобрать какую-то ситуацию, чтобы показать там абсолютно все его механики, потому что это, ну, это очень-очень жестко. Честно, блин, так у меня и не получилось нормально ничего сгенерировать. Но нам придется в любом случае сейчас заряжать Баала. Можем, конечно, ультануть. Используем ультимейт Канигулы, там какой-то бокальчик себя достал. Вот, срезал броню стихийную на 36%, повесил этот эффект статуса. Кстати, забыл, что очень важно еще, что Калигула при поднятии своего уровня ультимейта единственное, что поднимает, это только урон. Вот самый первый, который 300%. У него он изначально, по-моему, там 220 идет и по 10% поднимается за уровень. Больше никакие уроны, срезы не поднимаются. Только вот самый первый урон. Это вот так, закрепили. Ну окей, мы повесили этот дебафчик на него. Это все ничего страшного. Сейчас нам нужно дотерпеть, чтобы зарядить этого чувачка. И посмотреть, как он на нас не сможет свое горение навесить. Давайте мы, наверное, еще что ли разок ультанем. Вот так прокинемся, чтобы через комбо там полетело много камней. И бальчик наш зарядился. Я думаю, что вот так вот зарядится. И как раз идеально сейчас ультанет. Точнее, по факту не ультанет. Видим, да, он должен был на нас наложить свой дот горения, но он не наложил ни на кого. Ну, кстати, нюк-то здесь стоит. Ее, в принципе, нельзя поджечь. Но, короче, это работает, ребята. Это работает. Все, отсюда бежим. Просто можете поверить мне, что точно так же и работает его вот эти 50% шанс на то, что если на нем есть какой-то дебаф, то при атаке героя, если сначала герой атакует нас, то есть шанс, что этот дебаф снимется. Давайте будем подводить итоги. Где использовать этого персонажа? Ну, во-первых, его точно не нужно пихать в команду обороны. Он там будет бесполезный. Это герой, который требует, знаете, управления ручками, что называется. Тут как, ну, типа, если провести аналогию там с автомобилями, то это чисто ручные скорости передач. Мешалки, это не вариатор, не автомат. Здесь нужно все делать чисто руками, а в команде обороны это не получится. Поэтому в команду обороны мы его не ставим. На турнирах, на войнах, ну вообще нигде мы его не ставим в команду обороны. Мы его используем чисто в атаке, ребят. Он хорошо пойдет и на туриках в атаку, потому что он стихийник. И на войнах, естественно, в атаку, потому что он бьет по факту по троим и бьет достаточно больно, делает срез. После этого среза можно пройтись еще каким-то фиолетовым шотером, это будет очень больно. Ну, сами уже там смотрите, какие связки у вас есть. Там, ну, какой-то условный один бронерез, плюс Калигула, и плюс сверху еще шотер фиолетовый. Это, ну, минус персонаж в любом случае. Поэтому его 100% нужно брать на войны, на прочие PvP-составляющие, но только в атаку. Важно также понимать, что нам нужно очень внимательно смотреть на команды обороны вражеские, чтобы не попасть в просак. Нас интересуют только те команды вражеские, у которых или центр желтый, или плечи желтые. Для того, чтобы этот герой Калигула бил по троим. И, естественно, ну, максимально использовал свои ресурсы, свои возможности. Как бюджетный вариант на Титана он тоже подойдет, потому что если у вас нет никакого стихийника, то вот хороший вариант, вполне себе неплохой. Да, срез не максимальный, но для начинающих игроков, для новичков это будет хороший задел. Да, это не Моника, но это лучше, чем ничего. Поэтому Титан, да, войны, рейды, турниры в атаку, да, все остальное, скорее всего, нет. Ну, в принципе, для героя месяца этого более чем достаточно. Хороший атакующий герой. Если
прям резюмешку влепить, то я ему поставлю 7. Это герой с интересной механикой, герой, которым нужно уметь играть, которым нужно уметь управлять, и нужно думать, на кого идти. Сам по себе, по совокупности факторов и своих составляющих ультимейта и пассивок, он не имба, это реально вот очень крепкая, хорошая такая пятерка, которая вполне себе универсальная, если знать, как ее использовать. Поэтому я поздравляю всех, кто ее поймал, кто еще будет ловить. Я его точно подкачаю в свое время. Все в порядке очереди, и буду на войнах использовать, ну, потому что он там хорошо зайдет. Я в этом уверен. Под бронереза и под ударника, там, по троим фиолетового это будет развал. Это 100%. Поэтому, ребят, 7 из 10. Кто поймал, поздравляю. Кто в поисках еще, в поимке его, то желаю удачи. Герой реально достойный. Если кто-то скажет вам, что на самом деле это герой фуфло, то не слушайте. Герой очень хороший, как для новичков, так и для более опытных игроков. На этом все. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам видео понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь и обязательно пишите комментарии, что вы думаете про вот этого вот такого валяжно сидящего на троне чувака Калигула, герой месяца. Все, всем удачи, не болейте, пока.